кукурузные блинчики. В продолжение, вдогонку вчерашнему видео, сегодня опять поговорим о кукурузе, а точнее, что можно с ней сделать, если вы ее отварили, а она у вас еще осталась. Итак, 2 вареные кукурузы. Она может быть уже остывшая, что даже лучше. И мы должны будем разрезать каждый початок на 3 части. Это не принципиально, просто так будет удобнее снимать зерна. Здесь можно не руками вынимать зерна, а просто срезать их вот таким вот образом ножом, что в принципе удобнее и быстрее, чем делать это руками. И, кстати, основание, стержень можно не выбрасывать, а можно сделать на нем такой вегетарианский бульон и использовать потом для супов. Далее мы закладываем срезанные зерна в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания, и нам потребуется 2 яйца, которые мы разбиваем и добавляем прямо в зерна. Если хотите вегетарианскую версию, просто пропустите все, что не имеет отношения к вегетарианству. И сахар в объеме 20 грамм. Но вообще сахар — это дело вкуса. Если вы, например, делаете это для детей, то тогда добавьте сахара побольше, так как они, наверное, любят все-таки послаще. И добавляем молоко в объеме 100 миллилитров. Теперь мы должны все это перемолоть в блендере. Кстати, можно было, в принципе, в блендер сразу загружать все эти ингредиенты. У меня блендер не очень мелкой перемолки, поэтому не смогла перемолоть очень-очень мелко. Но для этих блинчиков это и не важно. Но если вы сможете все перемолоть до однородности, то вы можете всю эту массу не на блинчики пустить, а запечь в духовке или же, например, сделать это на пару. Никакой разницы. Далее мы добавляем муку в объеме 100-150 грамм. Это для блинчиков. Если будете делать в духовке или на пару, тогда добавьте 300 грамм муки. Теперь мы все это хорошо перемешиваем до однородности. И вот такую вот массу мы должны с вами получить, которая она будет не очень жидкая, а достаточно такая плотная. Далее мы нагреваем сковороду с растительным маслом для жарки. Масло мы будем добавлять по необходимости в процессе жарки. И вы можете пожарить либо один большой блин, либо же жарить маленькие блинчики. Нужно, конечно, будет постараться придать округлую форму по возможности этим блинчикам. И мы стараемся распределить слой вот этого кукурузного теста как можно более тоньше, чтобы блинчики успели пропечься внутри и не подгорели снаружи. Что я еще делаю? Посыпаю сверху кунжутными семенами с одной стороны, использую как обычные кунжутные семена, так и черные кунжутные семена, просто для того, чтобы это было красиво. Тут уже дело вкуса. Если вы хотите, вы это добавляете, если нет, то нет. Когда одна сторона блинчика уже позолотилась, поджарилась, мы переворачиваем на другую сторону. Вообще можете переворачивать в процессе жарки блинчики столько, сколько это нужно, чтобы они не подгорели и пропеклись внутри. Ну и, собственно говоря, жарим до такого золотисто-коричневого цвета. Можете разломить блинчик напополам и посмотреть, прожарился он или нет. И жарим мы готовим на среднем огне, чтобы ничего не подгорело. И вот такую вот красоту мы с вами получаем. Это понравится как взрослым, так и детям. Можно есть их холодными, можно остывшими, можно намазать на них джем. В принципе, можно делать с ними все что угодно, что вы делаете и с обычными блинчиками. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео и приятного вам аппетита!